Всем большой привет, меня зовут Лера, я рада вас видеть на канале Валерьяша Beauty Diary. Сегодня мы с вами поговорим на очень популярную и актуальнейшую тему, такую как подделки корейской косметики. В начале видео я расскажу, чем же опасны подделки, почему их не стоит использовать и как отличить оригинал от подделок. Во второй части видео я покажу вам настоящий подделки и, конечно же, оригинал. Мы с вами попробуем их вместе сравнить и догадаться, где же из них подделка, а где нет, и как же все-таки выявить подделку с первого взгляда в магазине или же там, где вы ее заказываете. В общем-то, попробуем вместе разобраться во всей этой теме подделок. Но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, потому что на моем канале выходит огромное количество полезного и интересного контента. И, конечно, лайк за мои старания. Ну что, погнали разбирать, где подделки, а где оригинал? Давайте для начала я расскажу, почему же все-таки опасно использовать подделки корейской косметики. Первое. Это, конечно же, неизвестный состав. Любой продукт, который вы купите, имеет состав, и чаще всего в подделках абсолютно не то, что указано на упаковке. То есть в подделках могут быть дешевые, небезопасные ингредиенты, консерванты, токсичные вещества. В общем, никто не проверяет эти продукты на безопасность, и они вообще не проходят никакую сертификацию. Второе. Это, конечно же, риск аллергии и раздражения. Ваша кожа может буквально покрыться прыщами, может произойти просто все, что угодно. Кстати, это касается не только корейской косметики. Если какой-то бренд становится популярным, все, на него сразу же появляются подделки. И это касается еще и декоративной косметики. Тут, к сожалению, никто не застрахован. Нужно быть очень внимательным и очень осторожным. Третье. Это отсутствие пользы. В подделке вообще нет никаких заявленных компонентов. Это чаще всего просто пустышка. Если на упаковке заявлены там пребиотики, неоцинамид, ПДРН, все что угодно, все это фейк, это пустышка, там нету ничего, и самое главное, вы вообще не знаете, что там находится. Четвертое. Риск появления каких-либо инфекций и воспалений. Мне даже страшно подумать о том, где и как разливаются все эти подделки. Полное отсутствие санитарии, бактерии, грибки, все что угодно. В общем-то, опять же, мы возвращаемся к тому, что у вас могут возникнуть серьезные проблемы с кожей, которые вы, возможно, будете очень долго лечить, очень много на это потратите денег и времени, поэтому, пожалуйста, не покупайте такие продукты, где нет сертификации, где вы не знаете, где это разлито, что даже если это делают где-то дома, не стоит брать такую косметику. Это может быть опасно для вашего здоровья. Я расскажу вам предысторию. У меня есть продукты, которые я специально купила, и я знаю, что это точно подделка. Я живу в Таиланде, и у меня есть маркетплейс такой, как Lazada. На нем достаточно можно часто найти какие-либо подделки, нужно быть очень аккуратно. Я приобрела, соответственно, всю эту продукцию у производителя, который утверждает в каждом своем комментарии под каждым продуктом, что это оригинал. И самое смешное то, что отзывы на эти продукты тоже говорят о том, что это оригинал. Но я купила каждый продукт по стоимости был 100 бат, а это примерно около 300 рублей. Чтобы вы понимали, это дешевле, чем в Корее. Это дешевле, чем просто любая корейская оригинальная косметика. Я не знаю, только, возможно, в Daiso есть какие-то недорогие средства в Корее. В общем-то, это супер-супер-супер дешево. Это нереальная цена такого бренда. Бренды и все остальное я покажу вам чуть попозже. Больше всего меня удивляло то, что действительно пишут в отзывах под этими продуктами то, что они оригинальные, хотя это вообще неправда, и я примерно это понимала, покупая эти продукты. Я за этим их и купила, чтобы показать вам, как отличается оригинал от подделки. А есть один продукт, который я купила, не зная, что это подделка, он был по полной стоимости, и, к сожалению, чаще теперь продают подделки не дешевле, чем на рынке, а в ту же стоимость.
Да, то есть вы можете даже не понять, что это подделка, и заплатить кучу денег за нее. И вот мы с вами наконец подошли к главе о том, как же отличить подделку от оригинала. Первое, что следует из моей истории, цена будет подозрительно низкая, но, к сожалению, сейчас уже все дошло до того, что подделки продают даже по той же стоимости, поэтому это чаще всего, конечно, тоже тяжело выявить, и очень обидно, если вы купили это по полной стоимости, это стоило кучу денег, это оказалась подделка, я все понимаю. Настоящая корейская косметика не будет стоить дешевле, чем она стоит в Корее, чем она стоит у производителя, чем она стоит на официальном сайте. Да, бывает момент, когда есть скидка на корейскую косметику, но, опять же, я купила сыворотку за 300 рублей, когда она стоит там 3000, по скидке 1500. Ну, это просто невозможно. Просто невозможно. Такой халявы не бывает. Кстати, давайте поможем друг другу. Если вы знаете оригинальные, хорошие, проверенные магазины в вашем городе с корейской косметикой, то напишите в комментариях, пожалуйста, ваш город, название магазина. Пускай, может быть, эти комментарии кому-то помогут найти хороший, качественный магазин с оригинальным товаром кому-то в вашем городе. Поэтому обязательно оставляйте комментарии. Давайте будем полезными друг другу под этим видео. Ну что, а мы с вами продолжаем отличать подделку от оригинала. И вот второй пункт, как вы можете отличить подделку от оригинала. И это неточности на упаковке. То есть где-то ошибка орфографическая может быть, где-то вообще некачественная печать чуть ли не в пикселях, где-то может быть какая-то неаккуратная фольга, пленка. И я вам покажу на одном продукте, как я заметила то, что он прям выдает то, что это подделка. Также не совпадает шрифт, лого, в целом упаковка по цвету может отличаться вообще на ощупь, отличаться картон может. Все до мелких-мелких деталей нужно просматривать. Опять же, вы, наверное, не заметите разницу. Бывают такие хорошие подделки, что сейчас просто не отличить оригинал от подделки, и вы начинаете просто сомневаться. Поэтому, если вы знаете, как выглядит оригинал, у вас, допустим, был такой продукт, и вы потом его купили, вы можете отличать еще по запаху, по консистенции, по тому, как он наносится. Не обязательно наносить на лицо, можно нанести сначала на руку. В общем, да, обязательно, если вы купили какой-то продукт, и сомневаетесь в нем, мало ли что, делаем тест на руке, да, обязательно оставляем попробовать продукт, а то вдруг у вас какая-то аллергия, и хорошо, если вы не нанесете этот продукт на лицо. Третье, как можно отличить подделку от оригинала, это, конечно же, QR-кода, серийные номера или голограммы различные, которые сейчас стали клеить на упаковке, чтобы отличить оригинал от подделки. Вы можете зайти на официальный сайт, вбить там QR-код или номер и проверить. На сайтах сейчас очень часто стали делать такую аутентификацию продукта, чтобы вы точно были уверены, что это не подделка. Четвертое. То, с чем я в целом столкнулась и как я отличила, допустим, оригинал от подделки, это запах и текстура. Чаще всего, особенно если вы пользовались оригиналом, как я уже сказала, вы можете по запаху или по текстуре понять, что что-то не то, что продукт стал каким-то другим. Он может мылиться на лице или же просто у вас на коже, да, на любой части. И пятое, конечно же, это, как я рассказала историю, это неизвестный продавец. При этом продавец может утверждать, конечно же, что это 100% оригинал, а люди, которые покупают, могут вообще не понимать, что это подделка. То есть она может вообще быть настолько хорошо сделана, что будет абсолютно непонятно, что это подделка. Но особенно если вы не пробовали продукт до этого, это действительно тяжело отличить. Вот прям очень тяжело отличить. И еще 6-й пункт – это нету даты изготовления или она подозрительная. Например, бренд выпустил линейку месяц назад, 2 месяца назад, максимум год, а дата стоит 2-летней давности. Очень часто на подделках пишут дату просто от балды, лишь бы написать, потому что она нужна, так же как и какой-то серийный номер. Будет
очень странно, если вы знаете, что эта линейка новая, а дата написана уже давно. Да, бывает такое, что у бренда есть какой-то ребрендинг, но чаще всего это тоже обусловлено какой-то новой партии, которая вышла вот недавно, и вы можете уточнить, например, у бренда, написав ему в поддержку, когда был сделан ребрендинг, потому что я вот купила такой-то продукт, а у меня стоит там дата 2-летней давности. Могло ли быть такое, что вы произвели это 2 года назад? Так тоже можно сделать. Бренды, особенно корейские, очень общительные и часто могут вам ответить и сказать да, да, нет, нет. Опять же, чтобы убедиться в том, что это не подделка, можно так поступить. Ну что, это у нас с вами была такая вот теоретическая часть. Я вам рассказала примерно, как вы можете отличить оригинальный продукт от подделки и также чего вам стоит опасаться. Сейчас я вам покажу продукты, которые я купила именно поддельные, и продукт, который мне попался поддельным случайно. То есть я купила его как оригинальный, но он оказался действительно поддельным, чему я была очень неприятно удивлена. Я их помечу, и с вами поближе в видео мы посмотрим, чем же они отличаются, как их можно вообще отличить по цвету, по текстуре, по коробке, вообще все вам подробно покажу. Покажу оригинал, покажу фейк, но для начала я помечу фейковую косметику снизу на коробочке. Так, первый продукт это я купила специально поддельный, он стоил 300 рублей буквально, и это Anua Cleansing Oil. Вот такая вот у него упаковка. У меня на нем тут, извините, микрофон нацеплен. Я его сейчас сниму. Итак, это подделка 100%. Я вам сейчас покажу. Я его, конечно же, попробовала, потестила на руке, в руках, чтобы понять вообще, как это все работает. Он пришел вот прям с явным браком упаковки. Во-первых, вот так вот уголочек. Я вам ставлю кадры поближе. Здесь отклеен сразу был угол. Ну, это прям супер странно. Такого точно не должно быть. Во-вторых, здесь неровно наклеена упаковка, вот прям такой залом, знаете, как будто наклеили неправильно, как-то наклеили, поняли это, отлепили за уголочек, немножечко натянули, приклеили обратно. Но уголок уже не приклеился, потому что здесь остался как будто бы чей-то отпечаточек, но так вот залом тоже остался. Почему нельзя отклеить целую вот эту вот бумажку, упаковку? Ну и она выглядит такой, знаете, вот прям дешевый, напечатанный. Мне кажется, что здесь вот прям очень сразу выдает. У меня нет оригинального такого продукта, но здесь просто даже не было смысла покупать оригинал. Здесь сразу понятно, что это фейк абсолютнейший. В этой части мы сейчас с вами рассмотрим только упаковку. Я вам скажу, как я поняла или не поняла, что это подделка. Текстуру мы с вами рассмотрим немножечко попозже в видео, когда я вам вот прям наглядно покажу, чем же они как бы не оригинальные вот на текстуре. Следующие продукты это вот от Anua. Я взяла 3 сыворотки. Они были просто супер дешевые. Первое, что я поняла, то, что я ничего не поняла. Во-первых, когда ты их берешь, они абсолютно не похожи на подделку. В целом коробки-то хорошие. Прям точный оригинал в целом. Что меня засмущало, вот эта вот штука, вот липкая, вот эта вот, была настолько липкая, что просто я не знаю. Вот здесь вот даже у меня след остался. Когда мы открываем, здесь, ну если вы не видели эту сыворотку, конечно, очень сложно догадаться, но картон выглядит достаточно дешево. Прям реально дешевато, такой прям, он не должен так выглядеть. Вот на сыворотке тоже есть такой, знаете, как залом, когда вот как будто бы не сразу наклеили, но тут вообще тяжело, конечно, понять, тяжело отличить тоже. Залом этот не такой ярко видный, скажем так. У меня была до этого такая сыворотка, и я поняла, открыв ее и понюхав, пахнет-то она вообще совсем по-другому. Сейчас я помечу эту сыворотку и возьму вот отсюда оригинальную. Во-первых, когда вы на нее смотрите, она реально намного ярче. Ну, прям не сильно, конечно, но она ярче. У нее другой цвет. Это более голубой, а это более лазурный. Плюс это вот эта наклейка
Здесь просвечивает, как будто бы она полупрозрачная, а здесь прям четкая, яркая, нарисованная. То есть здесь прям видно, что она напечатанная, а здесь видно, что она прям вот набита сверху. Здесь видно в основном по шрифту, что они действительно очень сильно отличаются. Поэтому давайте вот возьмем следующую, которую я вам тоже покажу. Это Anua с неоцинамидом. У меня есть точно такая же. Anua с неоцинамидом, оригинальная, настоящая. Я вот вам на ней сейчас покажу, чем они отличаются в плане упаковки. Не могу вам показать, как отличаются вот эти вот упаковки, потому что моя Anua была вот в такой вот большой полноразмерной версии. Она отличается, то есть это спешл версия, нежели чем вот такая. Но Anua с неоцинамидом у меня вот прям точь-в-точь такая же, поэтому мы с вами сейчас посмотрим на них, где подделка, а где оригинал. Посмотрим, конечно же, поближе. Итак, сыворотка с неоцинамидом. У них, конечно же, есть разная печать на упаковке, есть разный шрифт. Что-то лишнее написано на упаковке фейковой, либо написано не в тех местах, но при этом снизу у них есть и серийный номер, и дата изготовления. Но что выдало? Это, конечно же, очень сильная вот эта липучка, потому что у оригинала Anua она прям легко отклеивается, и она мне даже порвалась, насколько она тоненькая. Когда мы открываем, это, конечно же, цвет упаковки и качество упаковки, вот этой внутренней. Здесь просто какая-то картонка, а здесь такая более красивая, более качественная упаковка в целом. Когда мы достаем, вот если посмотреть, та же самая проблема, что у сыворотки голубой с PDRN. Это более яркая какая-то, насыщенная, а это менее яркая. То есть, если вот так посмотреть на свет, то они отличаются. Возможно, в камере будет не очень видно, но они действительно, это ярче, чем вот это вот. Все то же самое. Здесь прям набито сверху. Прям видно, можно потрогать и почувствовать вот эти циферки, легонечко совсем, конечно, почувствовать, они не выпуклые, но здесь прям вот вы чувствуете, проводите, и здесь просто самая дешевая такая вот липучка, упаковка. Плюс у оригинала написано разными шрифтами, а здесь все одним. То есть прям очень видно разницу, но здесь прям сразу можно отличить оригинал от подделки, если вот вы возьмете их рядом вместе и... Да даже если вы просто купили вот эту сыворотку. И еще давайте сравним запах, потому что вот в тех сыворотках запах я прям запомнила, что у вот этой вот сыворотки с PDRN для меня немножко странноватый запах, как будто бы рисовый какой-то. Вот она прям, даже когда ты на лицо наносишь, какой-то такой запах, какой-то вот как будто бы риса для меня лично. Я не знаю, для кого-то по-другому может быть. Но он специфический, он не такой. Здесь просто какая-то цветочная отдушка, что ли. Даже не цветочная, это просто косметическая отдушка. Вот она прям абсолютно другая. Вот у этой абсолютно другая консистенция. Более легкая, здесь такие маленькие пузырики. Здесь какой-то плотный гель, гигантские пузыри получаются. Ну и другой аромат, конечно же. Здесь то же самое. Давайте я понюхаю с неоцинамидом. Я просто ее не пробовала, я даже не знаю. Почти нет никакой отдушки даже. Здесь я, конечно же, всех понюхала. У нее есть точно такая же. Что меня удивило, что у разных продуктов с разными ключевыми ингредиентами абсолютно одинаковая отдушка. Ну, такое бывает не часто. Вот, подделки пахнут абсолютно одинаково. И третье, у меня нет такой вот не подделки, то есть это тоже подделка. Что меня удивляет, это то, что она то же самое, все абсолютно то же самое, они идентичны, но вот в этой сыворотке они постарались и почему-то сделали разный шрифт вот здесь вот на упаковке. То есть это просто выглядит более как оригинал. Прям очень похоже все. Но вот здесь как-то чуть больше постарались. Окей. Когда мы ее нюхаем, у нее точно такой же аромат, как и у этих двух. То есть у всех трех продуктов абсолютно одинаковый аромат. Хотя у этих двух продуктов он другой. То есть если вы пробовали какой-то продукт, вы точно заметите разницу. Это вот я прям могу сказать на все 1000%. Ну и по упаковке. Здесь какая-то вообще мятая упаковка.
Я их, чтобы вы понимали, один раз открыла, посмотрела и больше их не трогала. Поэтому она не может быть как бы мятая от меня. То же самое, что вот с... Боже мой, как же это называется? С маслом для снятия макияжа. Там как бы без меня упаковка уже была настолько пошарпанная, настолько желтая, я не знаю, но она не, оригинал не такой желтый, вот прям это очень хорошо видно. И самое мое большое расстройство, продукт, который я купила, и я не знала, что это подделка. И чтобы вы понимали, я им даже воспользовалась парочку раз, потому что я вот, как-то не засомневалась. Это доктор Алтея, вот это у меня оригинал, который я купила в Корее, в Оливьянге, а это у меня подделка. Во-первых, у них даже на камере, мне кажется, здесь видно, вот вам прямо сейчас видно, что у них разный цвет упаковки. Одна оригинальная, прям белая, поддельная, прямо желтая. Абсолютно все по-разному напечатано, вот в разном порядке, абсолютно разными шрифтами. То есть это 200% подделка. Просто я посмотрела фотографии в интернете, посмотрела, как он выглядит, и в целом все было прям похоже. Я тогда, когда его купила, конечно, я прям никогда не видела доктора Алтею и не знала, как отличить. Подделка. Во-первых, я его свернула. Там такая проблема, что тут не было половины тюбика. Он у меня уже тут сломался, но это в целом не важно. Я вам сейчас просто покажу, что это подделка. Как он выглядит. Вот у меня тут уже этот крем пошел. В оригинале, во-первых, прям полный флакончик. А вот этот изначально был полупустым. Я его прям, когда взяла, я на него нажала, и он прям проваливался. Меня только это насторожило. Но при этом я им попользовалась пару раз. И потом я уехала в Корею. Решила оставить его дома, не брать с собой. Они очень похожи, действительно. Но при этом шрифт прям разный. Плюс здесь на оригинале есть такие квадратики, которые видно. Здесь просто какой-то штамп. Здесь вообще какие-то на подделке другие символы. И будучи в Корее, я уже купила оригинальный крем, потому что я подумала, что возьму-ка я тут, он был по скидке, обязательно хочу попробовать. Все-таки как-то вот этот крем меня насторожил, поэтому я решила взять вот этот вот и не пожалела, что я его взяла. Вот, это такие визуальные отличия, которые я вам показала. Ну что ж, и последний кусочек, про который я хочу рассказать, это, конечно же, текстура, как отличаются средства. Здесь я, наверное, начну с крема, также вставлю вам видео о том, что поддельный крем имеет более сильную отдушку, и он пахнет, знаете, более дешевым каким-то кремом. И очень, кстати, похожий на отдушку из сывороток Ано. Вот прям очень похожий. И плюс у него другая абсолютно консистенция. Он более белый и более плотный. Даже, в общем-то, не знаю, с чем сравнить, он хуже будет впитываться. Соответственно, оригинальный крем от доктора Алтея, он совсем легкий, совсем нежный, более прозрачный. Он менее белый, он чуть более желтоватый. А этот прям совсем-совсем белый. По поводу сывороток от Ано я уже говорила, что у них очень сильно отличается запах, прям максимально. И как я еще заметила, что это подделка, сыворотка от Ано, которая не настоящая, она пенится. Я очень часто, кстати, слышала, что если нанести слишком много продукта, что-то должно типа пениться, то есть какой-то продукт может пениться. У меня такого никогда не было, ни с одним продуктом, чтобы я слишком много нанесла, и у меня что-то пенилось. Возможно, если вы плохо смыли там пенку перед этим или еще какой-то продукт, но чтобы я наносила сыворотку, и она у меня пенилась, такого вообще никогда не было. Вот эта оригинальная сыворотка впитывается намного лучше, пахнет слегка каким-то рисом. Поддельная, она вообще как-то плохо впитывается, вот вы вот так вот ее вбиваете, и она просто мылится. Она вообще плохо впитывается, она более какая-то водянистая, маслянистая, то есть я вообще не понимаю, из чего она даже состоит, то есть какое-то масло, она более густая, более плотная, когда вы взбалтываете, она такая вот прям густая, там пузыри такие прям гигантские. По поводу, кстати, вот этого вот прекраснейшего масла. Я добавила в него капельку воды на видео, и там ничего не произошло. Но, как вы знаете, в масла для умывания Cleansing Oil вы можете добавить воду, да, когда вы растираете по лицу, и она, соответственно, должна стать белой, то есть убрать вот это вот масло, появился такой вот белый
как пенка такая белая, но это не пенка, как молочко белое, вот, как молочко. Тут этого абсолютно нету, она просто маслянистая, мало того, что вы ее потом отмыть не можете нормально, то есть она вот прям, ну, сразу же выдает, что это просто подделка плохого качества. Вот. Ну что, подведем итоги. Я надеюсь, что теперь вы научились отличать подделку от оригинала. Я показала вам все критерии, по которым я их оценивала, как это видно или не видно. Конечно же, на первый взгляд очень тяжело отличить оригинал от подделки, особенно если вы новичок, особенно если вы никогда не пробовали этот продукт, но я бы очень хотела, чтобы вы были более аккуратными и более бдительными, покупали продукты только у официальных реселлеров, только в официальных магазинах. Я знаю, что огромное количество продуктов в СНГ странах продается на Wildberries, и будьте как можно аккуратнее. Проверяйте, спрашивайте, покупайте только в проверенных магазинах. И как я уже говорила ранее в видео, если у вас есть какой-то проверенный магазин в вашем городе или вы знаете какого-нибудь добросовестного продавца, пожалуйста, напишите в комментариях ваш город, где вы покупаете ваши любимые продукты корейской косметики или откуда вы заказываете, с каких городов, с каких стран и так далее. Я как человек, живущий в Таиланде, могу вам сказать, что я покупаю большую часть своей косметики на Лазаде в официальных магазинах. Обязательно. Там должно быть прямо написано официальный стор, потому что у Ано есть отдельный официальный стор, у Skin 1004 есть официальный стор, у многих брендов корейской косметики здесь есть официальные сторы. Также Eva & Boy и Beauty Room, по-моему, этот магазин называется. В общем-то, в некоторых магазинах, прямо в торговых центрах, огромное количество корейской косметики, которую вы можете найти вот просто на стендах, и она вся настоящая. Еще я знаю, что есть косметика на шопе, но я там никогда не заказывала, поэтому ничего не могу сказать. В любом случае, конечно же, самое стопроцентное – это купить в Корее, в Оливьянге, но не все могут поехать в Корею, не все могут заказать в Корее. Когда я жила в других странах, я заказывала на iHerb. Там тоже 100% проверено, что там нету подделок, потому что я знаю, что они проверяют эту косметику. Поэтому, если у вас есть доступ к iHerb, вы можете заказать оттуда корейские продукты, корейские бренды. Ну что, друзья, это видео подошло к концу. Я безумно благодарна вам за то, что вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки, но не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные ролики. Этот ролик был по-настоящему 100% полезен многим, поэтому я буду очень рада, если вы поддержите это видео лайком. А мы с вами увидимся в следующих полезных и не менее интересных видео. Берегите себя, не покупайте подделки, будьте бдительны, пишите комментарии.